В 2021 году мир узнал о таком проекте, как Axie Infinity, который позволял зарабатывать реальные деньги лишь за то, что вы просто играете в игру, и не понадобилось много времени для того, чтобы феномен Play to Earn разлетелся по всему миру. Об Axie Infinity говорили везде, на телевидении, в Твиттере, на Ютубе, да что уж там, даже в газетах печатали вот такие статьи, из-за чего эта игра за короткий промежуток времени набрала сумасшедшие обороты, а монета просто улетела на Луну. Вот только сейчас Axie уже упал почти на 100% с пика 2021 года. Многие инвесторы потеряли сотни тысяч долларов, а надежды на то, что Axie еще раз покажет такой рост, просто уничтожены. Но это совершенно не волнует вот этого мужчину по имени Марк Андресен. Ведь именно его криптофонд Andreessen Horowitz инвестировал 150 миллионов долларов в Axie Infinity для того, чтобы получить часть токенов, продать их жадной публике по самой высокой цене и заработать чистый профит более 1 миллиарда долларов. Да, несмотря на все те заявления Марка, что они инвестировали в инновационный проект с космическим потенциалом, это был просто обман. Эту историю я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, что сейчас на рынке крипты таких проектов, как Axie Infinity, полным-полно, и рассматривать их для инвестирования в долгосрок будет самой большой вашей ошибкой, ведь, как показывает многолетняя практика, это монеты одного цикла, и больше они никогда не растут. Поэтому сегодня в видео я вам расскажу, в какие проекты не стоит инвестировать свои деньги, и лучше от них избавиться прямо сейчас. Также сегодня я вам покажу, на что стоит обращать внимание перед покупкой токенов, чтобы всегда оставаться в плюсе. Ну а поскольку далеко не все известные монеты попали в это видео, мы с радостью сделаем для вас вторую часть. Поэтому если вы хотите ее увидеть, обязательно поставьте лайк. Ваша поддержка для нас очень важна, так что заранее вам спасибо. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Что ж, друзья, сегодня в видео я подготовил для вас 4 класса монет, которые вообще не стоит покупать в долгосрок, ведь они имеют самый низкий потенциал на рост по сравнению с другими монетами. И поверьте, для вас это будет очень ценная информация. Ну а если вы желаете получать подобный контент ежедневно, приглашаю вас в наш телеграм-канал. Там мы всегда на связи и публикуем только актуальные новости, инсайды, эксклюзивные прогнозы от аналитиков и многое другое. Поэтому не трать свое время на поиск важных событий, а подписывайся на наш Telegram и дополнительно получишь уникальный прогноз по эфиру, который сейчас по историческим индикаторам находится в очень сложном положении, и что с ним будет дальше, вы узнаете в Telegram. Раз уж мы вначале уже вспомнили про Axie Infinity, то первый класс монет, который мы разберем, будет токены, связанные с играми на блокчейне. Как это все работает изнутри? Если взять историю с теми же Axie Infinity, то самое главное, на что делали упор разработчики, это реклама и громкие заголовки. Но для такой масштабной пиар-компании нужны миллионы долларов, которых у Axie не было, но на помощь пришел Andreessen Horowitz с набитыми карманами наличкой и в октябре 2021 года выделил для Axie 150 миллионов долларов. И уже после этого финансирования об Axie стали говорить везде, а монета летела ставить новые рекорды. Но успех Axie не продлился и года, потому что по классическому сценарию фонд начал продавать свои монеты. Сейчас около 99% всех адресов Axie Infinity находятся в минусе, и учитывая постоянные разблокировки монет на миллионы долларов, у этого проекта нет никакого будущего. Точно так же, как и всеми известного STEPN, который ранее платил за шаги. И, кстати, со STEPN очень похожая ситуация, потому что его взял под свое крыло многомиллиардный фонд Sequoia Capital. Он непосредственно занимался его продвижением и рекламой, после чего все брали в руки телефон и начинали бегать, в надежде получить драгоценные токены. Но за короткий промежуток времени монету укатали в ноль, и сейчас она стоит ровным счетом ничего. Это касается и других игровых монет, таких как Sandbox, Gala, AMX и остальные по списку, которые находятся в этом разделе. Это связано с тем, что люди играют в игры не для того, чтобы зарабатывать, а для того, чтобы проводить свое время, а также получать удовольствие. Поэтому сейчас даже новые проекты со слоганом Play to Earn вряд ли смогут выстрелить. Второй сегмент токенов очень сильно пересекается с игровыми монетами, ведь это те проекты, которые делали или делают упор на NFT. Я думаю, вы прекрасно помните вот этих обезьян, которые стоили ну просто каких-то космических денег. Так вот, если вы думаете,
думаете, что эти NFT чего-то стоят, и создатели просят за них справедливую цену. Это совершенно не так. История этих обезьян также интересная и также связана только с активной рекламой и созданием дикого ажиотажа. Ведь в свободном доступе можно найти информацию, как компания Yaga Labs, которая и выпустила эти NFT, специально распространяла новости о покупке токенов за миллионы долларов, хотя все операции шли через подставных людей, которые напрямую были связаны с проектом. И такой формат получения денег из воздуха очень сильно заинтересовал американских звезд, которые рекламировали у себя в Твиттере NFT-коллекции и писали, что прикупили себе парочку штук, после чего коллекции разбирали как горячие пирожки, но Джастина Бибера на этом поймали, когда на его криптокошелек поступил платеж в размере 900 эфиров от самого создателя этой коллекции. И таких примеров полно. Сейчас рынок NFT стоит дешевле воздуха, активных пользователей нет, транзакций тоже нет, поэтому такие токены как API, API NFT, Flow или Mobox, который связан и с NFT, а также играми, покупать я не рекомендую, ведь это лишние мусорные токены, которые все, что будут делать, это тянуть ваш портфель вниз, особенно если вы закупитесь ими на большую сумму. Забегая наперед, хочу сказать, что почти 99% монет, которые мы только что разобрали, принесли бы вам только убытки, даже если бы вы покупали их в начале года или год назад. Это не важно. Такие проекты нужны лишь для быстрого заработка фондов, и в долгосрок их покупать не имеет никакого смысла. В плюсе остаются только трейдеры, которые вовремя открывают шорты и фиксируют хорошие проценты прибыли, ведь трейдинг это лучший способ, как можно зарабатывать на таких монетах. Если вы скажете, что трейдинг это сложно, я с вами абсолютно соглашусь, но если вы будете торговать с профессионалами нашей подписки Coin22 Pro, открытие любой сделки у вас будет занимать не более 5 минут, потому что наш формат работы очень простой. Например, на этой неделе участники Pro получили лонг-сделку по монете TVT, где была указана лучшая точка входа и уровень фиксации от 50% профита. Также мы заработали от 45% на падении Tezos и на многих других сделках. Дополнительно все новички получают пошаговое обучение и полное сопровождение от наших специалистов, которые будут вас обучать и предоставлять огромное количество прибыльных сделок. Подписка Pro успешно работает уже более года, и подробно ознакомиться с условиями и получить ответы на самые главные вопросы вы можете на нашем официальном сайте. Впереди нас ждет очень активная неделя, поэтому если ты также желаешь заработать вместе с нами, переходи по ссылке в описании и присоединяйся к подписке Pro. Следующие монеты я собрал в одну группу под названием Metaverse. Ведь все в том же в 2021 году в мире начали активно популяризироваться метавселенные, которые вызывали еще больше интерес на фоне слухов, что Apple создаст свои очки дополнительной реальности, а также ключевую роль в популяризации метавселенных сыграл Facebook, который полностью сделал на них упор и даже изменил название на Meta. И наглядным примером того, что не стоит покупать монеты, связанные с метавселенной, это доходы компании Meta. Чтобы вы понимали, за 2022 год, в котором Meta и делала активный упор на метавселенные, она потеряла более 600 миллиардов долларов своей капитализации и получила выручку в размере 32 миллиардов долларов за последние 3 месяца 2022 года. Марк Цукерберг действительно сделал большую ошибку, когда сменил вектор деятельности Facebook. Поначалу он как будто этого не замечал и тратил миллиарды долларов на развитие этой метавселенной, но все, что ему удалось сделать, это вот такой красивый рекламный ролик. И все, больше ничего про его разработки не слышно. Точно так же и на рынке крипты. Есть такой проект Decentraland, который является некой метавселенной, где пользователи могут выполнять различные действия. Да, на старте он радовал своим ростом, в чем ему, конечно же, помог всеми известный криптофонд Digital Currency Group с активами на сумму 10 миллиардов долларов. Реклама дала свои плоды, и монету Mana начали активно скупать, в надежде на хороший профит. Но исход этого проекта как будто был решен заранее. Токен сейчас торгуется почти на дне, пользователей в игре нет, ведь она никому не интересна, и соответственно долгосрочных перспектив у проекта также нет. Это касается не только Mana, но и десятка других монет, которые сейчас находятся перед вами, потому что если у пользователя начинает падать интерес, вернуть его можно только делая свой продукт более интересным, а сейчас никто из данных проектов этим не занимается, так что данный сектор для инвестирования рассматривать не стоит. Ну а четвертая, самая распространенная группа монет с самым худшим потенциалом в долгосрок и даже на коротких
дистанциях, это мемкоины, а также различные шиткоины. Мемкоины, они очень сильно отличаются от предыдущих монет, потому что если у тех же Axie Infinity или Decentraland есть хоть какая-то экосистема в виде игры и блокчейна, то у мемкоинов этим даже и не пахнет. Их просто создают на разных блокчейнах, зачастую это либо Ethereum, либо Binance Smart Chain, и главная их задача это на старте показать сумасшедший памп на 1000%, и очень часто это преподносят под известным девизом «Новый Dogecoin». Да, я не спорю, из всех мемкоинов я бы отметил только Доги, потому что, сами понимаете, Илон Маск никогда не сидит на месте, а также Шибу, который хоть как-то пытается развивать свой блокчейн и запускать новые сети, как тот же Шибариум. Но остальные мемы это просто тонны бесполезных цифровых токенов, которые являются либо прямым скамом, либо действительно обычным мемом, который вы можете купить и поддержать чей-то труд. Если вы скажете, что Pepe полностью рушит мои аргументы, я с вами не соглашусь, потому что Pepe это также проект, который был запущен только для сбора миллионов долларов. Ведь все мы прекрасно помним эту новость, когда разработчики продали около 14% монет от оборота на сумму 15 миллионов долларов, а потом скинули все на то, что кто-то получил доступ к их мультиаккаунту. Поэтому не стоит рассчитывать, что какой-то новый Dogecoin сможет обеспечить всю вашу жизнь. Конечно, вы можете на этом заработать, но это будет скорее всего случайность. А вот работать с такими монетами в долгосрок вообще не вариант. Один из перспективных секторов крипты, который я бы вам предложил рассмотреть, это искусственный интеллект. Ведь сейчас это направление стоит наравне с важными государственными вопросами, которые обсуждают лидеры многих стран. И, кстати, мы уже снимали топ лучших монет на ИИ, в которые инвестируют мировые гиганты, такие как Google, поэтому рекомендую вам посмотреть. Но в целом, прежде чем выбирать монету для долгосрочной покупки, я бы вам советовал смотреть на то, как она движется по отношению к биткоину. Ведь сейчас биткоин один из немногих, кто остается в бычьем цикле. Поэтому для инвестирования в долгосрок его 100% нужно оставить, точно так же, как и эфир. А другие монеты можно трейдить и также получать хороший профит. Только для этого не забывайте следить за рынком, а также различными новостями, которые на него влияют. И все эти новости вы сможете найти в нашем Telegram, поэтому обязательно подпишитесь. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вам хочу пожелать удачи, до скорых встреч!